Ребята, добрый день! Сегодня я нахожусь в Вильнюсе по той причине, что в одной группе в Фейсбуке, группа называется «Набираем желающих для съемок в массовках, фильмов, актеров подбираем». Я писал туда уже неоднократно, но или я не подходил, или у меня времени все-таки не получалось добраться до этого места. В этот раз у меня все вышло. Набирали людей для массовки. Не знаю, в кино или где-то, не вникал в подробности. Подал заявку, все нормально. И сегодня в 10:45, вот около Реми, сзади меня стоит там вдалеке автобус. Как я понимаю, нас туда сейчас разместят и повезут на место съемки. Это мой первый опыт. Не знаю, как все будет происходить. Занимает это целый день. Все это оплачиваемо, небольшие деньги. Я здесь не ради денег, а ради опыта, ради интереса, любопытства. Что происходит, буду снимать и рассказывать. В итоге подведу итог, сколько это обошлось, сколько мне оплатили и как все это прошло, и мое впечатление. Все, я побежал, потому что осталось 3 минуты до отправления. Не люблю опаздывать. У нас приехало 47 человек в автобусе. 2 человек опаздывали, ждали минут 10. По возрасту все разные, от 18 лет и до 65 плюс-минус. Социальное положение людей тоже разное, студенты. Есть люди, которые разговаривали по телефону, и видно, что, как я понял, тоже не из-за денег все собрались, а так чисто ради интереса и любопытства. Добрались мы до места съемки. Как я понял, это в районе Новый Вильн. Съемочная группа уже разгружается. Видимо, мы приехали к началу съемки. Может быть, здесь вообще первый раз будут снимать. Не знаю, что за фильм. Эта вся информация будет потом известна. Как я понимаю, проект такой большой, потому что много техники, машина, администрация, люди с рациями. Вот девушка впереди меня идет с наушниками с рацией. Таких уже прошло человек, наверное, 10. Будем проходить через какую-то палатку регистрации, наверное, скорее всего, как я понимаю. Время обеденное, и видно, что рабочие этой группы обедают, палатки с обедом. И нас обещали тоже покормить. Сначала переодеваются девушки, женщины, потом будут вызывать мужчин. Кто хочет, может пока пообедать или выпить чашечку кофе. Сейчас покажу вам быстренько, что тут можно съесть. Печенье всякие, колбаски, сосиски. Но я тоже, наверное, сейчас перекушу, пока в ожидании. Не совсем я понимаю, что куда делать, как. Мы в эти палатки заместились. Там и кушают, там и переодеваются. Мобильные туалеты современные, хорошие, новенькие. Пойду посмотрю, что тут. Нас, кстати, должны переодевать в одежду какую-то свою, специальную для съемок, потому что спрашивали размеры одежды и обуви. Посмотрим. Вот и одежда, обувь. Не знаю. Когда мы сюда пришли, люди уже сидели в палатке. Мы как бы будем участвовать в массовой сцене на каком-то концерте, как будто бы. Вот и людей понемногу переодевают. Они садятся вон там на выходе и ждут, когда их вызовут. По одному, по 2 человека вызывают. Этот мальчик вызывает всех на переодевание, в гримерку. У них список имен, и напротив каждого имени есть фотографии человека. Взял я пока перекусить, пока девочек переодевают, потом будут мальчика переодевать, успею пообедать. Время как раз обеденное. Нас вызвали первую смену, которая приехала в 9 часов утра. Вот эти люди, которые раньше нас приехали, они сейчас и будут участвовать в первом месте. Они уже переодеты, и им сказали, куда нужно идти.
Do I need to speak in English for someone? Bus žiauriai blogai, jeigu bus bandyška, tikiuosi, bus viskas jėga. Čia yra koncertas, ar ne? Jūs esate žiūrovai, tas koncertas, man yra toksai labiau kaip vyksmas, ne? Tai yra pusiau koncertas, čia dainuos ir vizūrikas. Ir yra vietos, kur jau čia susėdę pirmi žmonės yra. Ir esmė, kad jūs, irgi mes sustatysim, jūs sėdėsit ir va čia bus choras, kuris dainuos. Ką jūs veikia, tai jūs tiesiog kaip koncerte klausote, ne? Kažkas klauso, kažkas gali filmuoti, geriau be bliucų, jeigu norit fotkinti. Tiesiog elgitės, kaip jums atrodo, o jeigu galvojat, kad reikia kažką daryti, tai tada geriau nieko nedaryti. Tiesiog paklausykit, nieko nereikia persistengti. Kas dar nebuvo filmavimuose, tai tiesiog yra tokie dalykai. Nežiūrėti kamerą, ne? Pirmas dalykas, nekalbėti, jeigu kalbate ir visai fainai, jeigu mes pasakyti kažką, kas irgi smagu, kas ten su draugais, kad tai tiesiog tyliai, ne taip kaip aš vakar. Mes įrašinėję garsą, taip? Tai čia tokie yra dalykai ir dabar ką mes darysim, tai susiskirstysim zoną. Kad būtų mums lengviau viską padaryti, ne? Tai kur mūsų yra... Tai mes pirmiausia pasidarom tuos. Tai šiek tiek kantrybės tuoj susidėliosim. Tai yra 5 ir 12. Пришли на основные площадки съемочные. Тут еще выбирают, отбирают. Там разные сцены. Вот. Нас разделили. Gerai, dabar tai juos reiktų šiek tiek pasakysim vėliausiai, kad juos sustatyti pirmiausia. Tai juos toliau dabar pasidarom šitą grupę. Gerai, čia dar nekit. Jeigu gali, truputėlį atsitraukti. Ну, вторая группа нас отправляет на нас местоположение. Я вижу, тут у меня знакомые Дайва. Сейчас я обойду. Привет. Я снимаю фильм, как снимается фильм. Ты-то у нас с большим опытом, я знаю. Я первый раз в массовке. Все, удачи. Этот человек, как я понимаю, помощник режиссера. Он рассказывает, ходит всем, куда как встать, что делать, объясняет. Тоже девушка-ассистент вводит одну группу, другую и говорит им, что делать, куда вставать. Мне кажется, у них планшет настоящий. Куда они будут смотреть, что там будет показано, неизвестно. Сейчас вот идет уже съемка. Это как будто перед концертом. Заходят зрители. Нам сказали, можете здесь телефон. Ну вот после очередной попытки все возвращаются на свои места. Какие-то разминки у них проходят. Не знаю, что они хотят. Активность может разбудить у мальчика. Tai pabandykite atsiskaičiuoti, įsidėmėti, kur maždaug jūsų vieta. Jeigu storit, kur storit, ir bus veiksmas, visi eisit, viens po kito. Tai dabar įsidėmėkit,
Ассистент режиссера объясняет главным актерам, что не так, что нужно сделать. Консультации небольшие. Пока все там готовится к новому кадру. Вот помещение, где происходит съемка. Шторы там задвинуты. Люди вышли попить, покурить, дышать свежим воздухом. Это уже даже не просто люди, это уже целые актеры. И я в том числе. Пока дали перерыв, покажу. Мало людей. Это студия на колесах. Туалеты такие модные. Прицеп туалет. Очень современные, чистые, новые. Все тут есть. Музыка, даже радио играет. Палатка, в которой мы переодевались. Сейчас здесь никого нет. А я заодно возьму кофе попить. Пойду дальше на съемочную площадку. Скоро будет обед, хотя время 3:30. Оказывается, 12 часов дня был это завтрак. А после 4:00 где-то будет уже обед. Вот к нему ребята и готовятся. Немало техники задействовано. Микроавтобусы, всякие бусики, доставщики. И вроде как написано даже, что они участвуют тоже в съемках. Бумажки были на некоторых. Дай его еще раз привет. Это надеть на себя? Я вот так буду Нет? держать, ничего страшного. Так, всё да, хорошо. чтобы и тебя было слышно. Хорошо, так слышно, да? Да, дай его привет. Привет. Еще раз мы с тобой. Приветос. Да, приветос. Лабас Денис. Лабас Вакарс уже. Около 4 вечера. Еще не вакарас. Мы с тобой встретились в такой прекрасной обстановочке, как и ты, и я участвуем в массовке. Да. Как это называется правильно? Ну так и называется Массовка. по-русски? Массовка, да. Массовка, снятие фильма кого-то. Хотя в Литве тут используют английское слово для обозначения этих ролей экстра. Мы с тобой еще знакомы давно, у нас выходило видео 5-6 лет назад, когда было. у тебя были проблемы. Как, кстати, разрешилось? В твою пользу же, по-моему. Да, у меня тогда был трудовой спорт, то есть вот я только переехала в Вильнюс, и это была моя первая работа в Вильнюсе, в частной школе Стембридж, и там все оказалось очень ненадежно. Русско-белорусская. Она, кстати, Да. закрыли ее или нет? Нет, она не закрылась, хотя после всех проверок там их очень оштрафовали, вернее, от трудовой инспекции их оштрафовали, а от Министерства образования им вынесли предупреждение, что так работать нельзя. И вроде как они исправились. Ну, и слава будем в это верить, но во всяком случае просто это уже не мой цирк, не мои Главное, клоуны. ты им подала Да. хороший урок, кстати. Очень Да, хороший. да. Надеюсь, не только им. И мы с тобой еще друзья в Фейсбуке, где Да, я и вижу, что да. ты очень часто участвуешь в этих массовках. Я-то сегодня первый раз. Расскажи, как много раз ты уже, какой у тебя опыт? Я даже не особо подсчитывала, но во многих проектах я уже участвовала и в международных, и в рекламе, и в литовских фильмах. В данном случае это снимается литовский фильм. В основном в Вильнюсе проходит? Нет, часто возят из Вильнюса куда-либо в какие-то интересные локации. Это одна из причин, собственно, почему я участвую. То есть, таким образом, я вижу много всего интересного, много поместьй, усадеб, то есть то, что вот по-литовски называется дварас. Потому что ты участвуешь в разное время года, по-моему, да. в разное время суток. Да. И еще, как ты говоришь, самое интересное, это когда какой-то исторический фильм, и там еще, как это называется, одевают, переодевают, да? Да, почти всегда костюмы предоставляются, подбираются специально, то есть отбор происходит в несколько этапов. На первом этапе просто команда смотрит возможные фотографии претендентов, кого-то выбирает, подходящего по типажу, по фигуре, по возрасту, по лицу, по полу, по разным признакам подходящие. Например, для исторических фильмов не берут людей с татуировками, пирсингом, то есть то, что будет сложно скрыть. Фейс-контроль обязательно какой-то проходит.
Да, даже на эту массовку Или крашеные волосы. я отправлял свои фотографии, да, они выбирают фотографии однозначно. Но, по-моему, вот читал в Фейсбуке в посту, у тебя были моменты классные, вот, ну, интересные, то есть забавные. Ты один раз участвовал, по-моему, вы играли в массовке, типа бездомных играли, там по мусорке ходили. Ой, там, это были говорит, самые кошмарные съемки. Я 1000 раз пожалела, что согласилась. ты там писал на Фейсбуке, что такой запах был, вы там что-то Да, это терпели. была свалка в Козлокишке, это были самые кошмарные съемки. Я после этого где-то 2 месяца вообще не соглашалась больше уже ни в чем участвовать, потому что это было дно. Ну да, это начало, кстати, по-моему, было у тебя, может быть, там 5-й, 3-й или уже... Нет, это я уже достаточно снималась, и просто как бы должно было меня, конечно, насторожить, что играть в бомжей. Но это, в общем, да, зря я это сделала. Кстати, среди бездомных людей бывшие профессора и учителя и всякие профессии. Это Нет, так, ну да, шутка, просто там шутка. запахи были настолько... Ну, реальные съемки были в реальном Боже. месте, как и должно быть. Это был такой гонзо-опыт. Вот, а в основном я, конечно, люблю сниматься в исторических всяких фильмах. Тут, если А так даже- в основном это что-то без слов, то есть это могут быть просто прохожие, зрители, те, кто сидит в кафе, или роли, которые имеют уже прописанные сценарии, но тем не менее без слов. Например, вот недавно я изображала полицейскую. Ну, тоже попал в кадр, получается. Ну да. Классно, классно. Но уже, видишь, потихоньку начало. А вот людям, скорее всего, интересно, я еще не говорил в этом видео, сколько платят за это все. Вот за такую массовку по 30 евро. Совершенно по-разному. Совершенно пора. А какой был минимум и максимум? Ну вот минимум, собственно, это 30 евро, да? это Плюс такой, налоги тоже платят, по-моему. А налоги платят они, вот в отличие Да. от вышеупомянутой школы Да. Стембридж, то есть здесь всегда все по договору, хотя это, причем это не трудовой договор, то есть это не трудовые отношения, но они все равно все по закону происходят, это как индивидуальная деятельность или договор подряда, то есть на один день, но он заключается, вот никто из здесь присутствующих не получает в черную, мы заранее подписываем этот договор на один день, передаем права на использование своего изображения. Подтверждаю, я да. тоже подписывал, да, договор, все. И налоги платят они. И максимум какой был в твоей практике Ну, да, любительской? там больше 100 евро. За сутки. Не за сутки, за смену. А, за смену. Да. А смена тоже бывает, может быть и час, Она может быть может и весь быть, день, да. да. Она Вот может сегодня, насколько я знаю, 12 часов говорить, да, Ну, будет? стандартом является 12 часов, но часто отпускают раньше. Хотя бывает и задерживают, и тогда они платят вершвалом час. Секундомером никто не стоит. Нет, они считают. Супер, ну То и есть, классно. если они превышают, Ну да. Ну и классно. Я очень рад, что я тебя здесь встретил, очень рад, что я здесь участвую. Все, нам успехов. У нас был сейчас перерывчик, и потом будет у нас обед, по-моему, да? Только обед Будет. странно будет где-то в 5 Однозначно вечера. Такой у нас обед. На свои места. Пошел новый дубль. Как будто идет концерт, и мы заходим. А может это не снимать, не знаю. Короче, была команда пойти и садиться на свои места. Так, а нет, снимает вам. Сейчас покажу вам. Идет съемка уже. И вот наша вся задача массовки. Типа мы пришли на этот концерт, садимся на свои места. Нет, скорее, конечно, репетиция. Сейчас оператор настроит камеры, звук, свет. Потом будет дубль уже рабочий. Это все мои коллеги. Готовимся к очередному дублю, где уже будут сниматься сам концерт происходящий. И ассистент сказал, что нам, массовке, можно, как будто мы зрители этого концерта, реально снимать на телефон, так как и происходит на концертах желающие. И так совпало, что мне это как раз и нужно. Я, в принципе, для этого сюда и пришел, чтобы поснимать, как снимается кино. Все в ожидании начала дубля. Началась съемка.
telefoną garsus tik išsijunkit, nes čia įrašinėjom šitą visą garsą labai jautriai, tai svarbu tyliai, prieš antrėlių klausotės. Telefoną labai išsijunkit. Ne su juodu. Ne, bet kažkas su juodu. Kaip tik. Этот мальчик ассистент, который говорит, что надо делать. Такой юморной парень. Прикольно. Веселит, стоит. Какое-то название. С одной стороны, здесь прикольно снимать, никто не стесняется, все для этого сюда и пришли, чтобы снимали на камеру. Я ни разу даже никто замечания не сделал. Ни из людей, ни из работающих здесь работников киносъемочной площадки. Время 5:30 вечера, а у нас только обед. Очередь на обед в эту же палатку. И еще люди сзади идут потихонечку, не спеша. Будем все вместе обедать. И сотрудники, и мы. Снова с Даевой вдвоем простояли в очереди. До минут 20 и все. На нашем столе вот такой обед. Кстати, здесь всегда еще есть веганское меню. Да, кому нужно. И для сладкоежек тоже есть пирожные, всякие печенье, но мы просто не едим сладкого. Ну, я, по крайней мере... Как не едим? А, вот, точно. Я нет. Все, приятного вам аппетита. Сейчас я смеюсь, потому что Вот и снова мы. я первый раз воспользовался бесплатными услугами гримера в кино. Вот мне даже полачили лаком немного. И, видимо, я должен был в кадр попасть. Там мальчика одного позвали и меня. Но, к сожалению, перед тем, как снимать, сказали, что у меня только плечо будет. Моя задача просто не дергаться, стоять ровно. Да, я сидел здесь, на табуретке передо мной, я стоял. И, В первом ряду. Да. И там в кадре была актриса сзади нас. Ну, если вот так потихоньку я частями буду попадать в кадр, уже хорошо, да? Да. Там где-то рука, где-то нога, Да, где-то ухо. сейчас Дайва нам расскажет реально интересный момент, связанный у нее вообще со съемкой фильма. Просто она вначале забыла об этом сказать, но там прям она была реально в кадре. Года 1,5 назад, или 2 это было уже. Да, потому что между тем, как снимают, между тем, как фильм уже смонтирован и подготовлен и выходит на экраны, проходит определенное время. То есть вот сейчас выходят те фильмы, которые снимались, ну, как минимум год назад или 2. Крупные проекты, да, серьезные. Да. И вот я снималась в фильме финском, где одним из приглашенных из Британии актеров был Руперт Гринт, который больше известен широкому зрителю как Рон Уизли. То есть уже повзрослевший вот тот рыжий мальчик. Я думаю, ему, конечно, тяжело выходить из этого амплуа, ну, вернее, из стереотипных каких-то ожиданий о себе. Было очень интересно с ним на съемочной площадке. Я обычно вообще не подхожу к знаменитым людям за автографами. Ну, как-то не то, что неудобно, но не хочется дергать людей. А особенно, конечно, на съемочной площадке. Это недопустимо, если там съемочные люди из массовки все начнут пользоваться этим положением. Ты понимаешь, что они на работе. Да, они работают, и, наверное, их достает это внимание и в жизни, если еще на площадке все будут там относиться как к звезде. Но он просто был такой вот простой, милый, дружелюбный, рассказывал про Вильнюс и Ужупис, который он еле-еле произносил, но вот старался что-то сказать, что ему, да, нравится в Литве. Там сюжет вообще, это триллер про... Я его еще не смотрела, там то ли послеродовая депрессия или что-то в этом роде. В общем, там недавно родившей женщине, которая по сюжету является его женой, начинает мерещиться, что в ребенке вселился демон,
Вот. Но мы были еще не на таких страшных сценах, которые у них там уже в одиночестве происходят, а в самом начале, когда они принимают гостей в связи с рождением своего ребенка, и вот мы были в такой небольшой компании, в лесу был поставлен домик, все красиво украшено, и мы стояли с этим повзрослевшим Роном, ну то есть с Рупертом, и мне там по сюжету еще его пришлось раз 10, где-то 10 дублей было, обниматься с ним, ну как приветственно в гостях, вот. А мы, да, его Да, сейчас вот где-то в Каннах, и Да, до этого да, в Берлине на Берлинаре, да. Ну, вот видишь, у тебя карьера. Хотя он такой началась. малобюджетный фильм, скромненький, но все равно было Но всё интересно. равно- всё равно И я карьера все-таки началась. решилась в результате, видя, что он так расположен к людям, ну и он понимает, что мы его знаем, и мы такие делаем вид, что просто говорим с ним, вот пока ждали там между дублями. Потом я все-таки решилась, а у меня не было с собой никакой вообще бумажки, вот на чем написать, но не на салфетке же, автограф. Я думаю, все-таки я попрошу автограф. И решилась, попросила, нашла только упаковку от таблеток у меня от мигрени. И вот у меня теперь на упаковке суматриптана его автограф там фломастером написал. Актерам этим таким знаменитым можно коллекцию автографов создавать. Кто Вот. на чем расписывался, они на Вот. чем только не расписываются за свою жизнь, за свою карьеру. А обычно, ну, как-то я стараюсь дистанцироваться, чтобы не нарушать субординацию, не пользоваться тем, что мы их видим. Приятно наблюдать вообще за людьми, потому что не только за какими-то знаменитыми актерами, за обычными людьми. Мне вообще, я уже говорила Руслану, может, это за кадром осталось, что мне нравятся больше костюмированные исторические съемки, потому что мне нравится, как люди преображаются в красивой одежде. И когда ты видишь, вот там люди пришли в каких-то джинсах, футболках, ну, то есть что-то, что из шкафа выпало на них случайно, а тут с таким вниманием костюмеры подбирают каждому, неважно, насколько у него там маленькая роль, насколько он мелькнет в кадре, что-то, что ему подойдет, с таким знанием, любовью, все детали, даже если это не будет видно, то есть там, начиная с белья, с нижних юбок, потом корсет, все продумано, парики иногда используются, потом макияж какой-то легкий. Так приятно видеть, как люди преображаются в этих одеждах. Ну, это проекты, конечно, большие такие, Да, с да. хорошим финансированием, Да, однозначно. один из первых моих проектов такой был, это про Анну Болейн снимали мини-сериал, и там были очень красивые костюмы, просто восхитительные. Мгм. Ну, спасибо тебе за историю. Всё, да, пожалуйста. Да. И у нас продолжается съемка, кстати, время уже 7:30, но мы еще в процессе. Ну, я так думаю, что съемка закончилась, все оборудование складывают, все убирают. Но вторую половину массовки, куда я вхожу, почему-то оставили. Пока сидим, ждем какой-то команды. Нашу оставшуюся группу опять разделили на 3 части. Некоторые будут выходить из концерта, как будто пойдут прямо, некоторые налево. А я попал в ту группу, которая идет в бар. Съемки будут продолжаться в этом кафе. Сейчас нас рассадят по местам, наверное. Не знаю, кто куда. Вот эти деньги, из-за которых я сюда приехал. Если насчет оплаты, но это не самое главное. Не самое главное, из-за чего я сюда приехал. Интерес, опыт, любопытство. Давно хотел, попробовал. Ни о чем не жалею, все классно. И нас, кстати, пораньше отпускают, потому что время уже 10:30. Хотели до 11 держать, но пораньше, потому что темно уже, и съемки закончены сегодня. Все, надеюсь, это мой не последний опыт съемки в таких мероприятиях, массовках. Все, всем спасибо за внимание, пока.